Мужчина по имени Квот шел на работу привычным маршрутом, разговаривая по телефону со своей женой и делясь с ней подробностями своего дня. Солнце только начинало пробиваться сквозь облака, окрашивая утренний город в теплые оттенки, и улицы постепенно просыпались от шума автомобилей и суеты спешащих людей. Вдруг его взгляд зацепился за странную картину на улице. Бездомный мужчина, сидящий в инвалидной коляске, окруженный старыми газетами и мусором, создавая контраст с яркими огнями и движением вокруг. Он выглядел худым, грязным и одиноким, словно заблудившимся в этом огромном мире. Квот остановился, и его сердце жалось от сострадания, когда он осознал, что этот человек, как и многие другие, стал жертвой обстоятельств. Бездомные люди были реальностью городской жизни, привычной, но все же печальной. Однако этот человек в инвалидной коляске вызывал особое чувство беспомощности и жалости, заставляя Квота задуматься о том, как легко можно оказаться в подобной ситуации. Не задумываясь, он приостановил разговор с женой, почувствовав, что это важный момент, и направился к мужчине, сидящему в инвалидной коляске. «Привет, как тебя зовут?» — спросил он, когда подошел ближе, стараясь установить контакт. Бездомный мужчина поднял на него взгляд, и в его глазах читалось изумление и недоверие, словно он не верил, что кто-то может проявить к нему интерес. Квот улыбнулся, стараясь передать тепло и доброту, и протянул ему пакет с едой, который успел купить на ближайшей улице. «Пожалуйста, возьми. Может, это поможет тебе сегодня», — сказал он с искренним желанием помочь. Бездомный мужчина молча взял пакет, его руки дрожали, и начал тихо благодарить, не в силах сдержать эмоции. Квот остался с ним на несколько минут, поддерживая беседу и пытаясь узнать больше о его истории, о том, как он оказался в такой трудной ситуации. Оказалось, что его зовут Андре. Он рассказал, что сначала потерял работу, что стало для него настоящим ударом, затем лишился квартиры и в итоге оказался на улице, один против безжалостного мира, который, казалось, забыл о его существовании. Трогательный момент, когда Квот помог бездомному, попал на фотокамеру уличного фотографа, который случайно оказался поблизости и запечатлел эту сцену. Снимки быстро разошлись в интернете, вызвав волну сострадания и вдохновляя других людей на добрые дела, побуждая их тоже проявлять доброту и заботу к тем, кто оказался в бедственном положении. Эта история стала символом надежды и напоминанием о том, что даже малое доброе дело может иметь значительное влияние на жизни других. На следующий день волонтеры, увидевшие эти фотографии, решили помочь Андре. Они собрали деньги, одежду и документы и отвезли его в пансионат, где его приняли и обеспечили кровом, едой и заботой. Андре был изумлен таким проявлением заботы и доброты. Он понял, что не все люди злые и что в этом мире все еще осталось место для сострадания и помощи. Квот, совершивший случайное доброе дело, тоже почувствовал себя лучше. Он осознал, что один простой акт доброты может изменить чью-то жизнь к лучшему. Их встреча на улице стала не только моментом взаимопомощи, но и историей, которая напомнила каждому, что даже в мире, полном суеты и равнодушия, есть место для добра и сострадания. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.